Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим криптовалюты и мошенничество. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну, если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Итак, наверняка ты уже начал интересоваться криптовалютой и темой финансовых рынков в целом. Если это так, а это не может быть иначе, так как тебя бы здесь не было, то садись поудобнее и готовься впитывать очень важную информацию, которая может сохранить тебе энную сумму денег. Для начала важно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, так же как и 100% в день в финансовых пирамидах. И эту фразу я буду часто использовать в данном видео, и вообще часто ее приходится проговаривать разным людям. Но, к сожалению, уже после того, как они потеряли свои средства из-за мошеннических махинаций. Также хочу успокоить тебя, что крипта это не скам. Данная фраза является больше локальным мемом у лудоманов, которые не оценивают риски и, сломя голову, вкладываются во что попало. А криптовалюта это высокоприбыльный и высокорисковый актив, на котором можно заработать очень хорошие деньги, если делать все правильно с холодной головой и анализом. Итак, что же такое скам на крипторынке? Скам это форма интернет-мошенничества, которая предполагает обман доверчивых инвесторов. В большинстве случаев термин используется для характеристики проектов, которые были созданы для выкачивания денег. Понятие скам также применяется для описания действий мошенников, которые обманывают новичков и завладевают их активами. Это самая распространенная схема развода, которая вряд ли когда-то устареет. Скам в крипте процветает из-за слабого регулирования и неосведомленности людей, в особенности новичков, которые хотят быстрых денег. Иными словами, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а зарабатывать нужно на своих навыках и знаниях. Итак, какие же бывают виды скама в криптовалюте? Видов скама в криптовалюте, как и на финансовых рынках, как и в жизни в целом, есть миллион и более. Но в данном видео я проговорю самые популярные. Или те, на которые я лично когда-то попадала. Первое – это продажа ноунейм токенов. Мошенники распространяют информацию о том, что можно получить иксы за короткий срок с помощью новой монеты, получают деньги и растворяются в воздухе. Здесь мы можем процитировать величайшего инвестора старину Баффета, который говорил: никогда не стоит инвестировать в то, что вы не понимаете. Второе – это сбор пулов. Криптоинвесторы иногда берут активы в складчину. Скамеры пользуются этим, чтобы выманивать деньги у доверчивых вкладчиков. Они втираются в доверие, накапливают большую сумму и уходят с радаров. Вам, как обычному человеку, никогда крутой проект не предложит в него инвестировать на ранних стадиях, так как крутые проекты это предлагают либо крупным инвестфондам с капиталом в минимум $1 миллион, так как им нужны деньги на развитие, либо же не менее крутым людям из сферы, которые смогут параллельно стать их советчиками и адвайзерами, так как они на этом собаку съели. А схема с непонимающей толпы, которая еще каждый день будет спрашивать: ну что там мои деньги, собрать по $100, им как не пришей кобыле хвост, если понимаете, о чем я. Третье – это доверительное управление. Мошенники просят деньги, чтобы приумножить их, и уходят в закат. Доверительное управление имеет место быть, если вы подписываете документы с реальной компанией, которая дорожит своей репутацией и у которой нет плохих отзывов в интернете, с которой вы проговариваете все возможные риски и которая не обещает сделать вас миллионером на вчера с сумасшедшими процентами. Ведь бесплатный сыр только в мышеловке. Иначе у вас нет гарантий и, соответственно, возможности вернуть свои средства. Четвертое – это фишинговые сайты. Скамеры создают копии популярных бирж или заманивают инвесторов на новые площадки с помощью низких комиссий и крутых бонусов. Пользователи пополняют счет и остаются без обещанной крипты. Есть много примеров из современных фильмов, когда какой-то хакер скинул фишинговую ссылку, кто-то по ней перешел, и теперь у этого хакера есть доступ к его камере. Но здесь уже речь идет не о том, что кто-то увидит, как вы ковыряетесь в носу, а речь идет о краже всей информации с вашего девайса. А это может быть как все личные фотографии, которые не особо тоже нужны, так и данные от ваших карт, кошельков, бирж и всего, где лежат ваши сбережения. Так что лучше 10 раз подумайте перед тем, как перейти по неизвестной ссылке. Пятое – это помощь с выводом. Практически все крупные биржи проводят KYC и AML перед пополнением счета. Не все согласны распространять личные данные, а мошенники пользуются этой возможностью, чтобы помочь с идентификацией. Есть тонкая, а точнее толстая грань
грань между хорошими белыми биржами и фейковыми брокерами. Поэтому, если вы боитесь загрузить свои документы для верификации на Binance, то это больше похоже на шизофрению, нежели чем на осторожность. Но самое интересное, что многие даже не задумываются о том, чтобы отправить те же документы каким-то неизвестным личностям или сомнительным брокерам, где эти документы как раз таки и украдут. В данном случае можете использовать старый добрый Google, в котором можно в 2 клика посмотреть информацию о бирже или о персоне. И если вы предпочитаете довериться площадке, где каждый первый говорит о том, что они мошенники, а не бирже, где 6 и больше миллионов пользователей и ее SEO пил чай с Эммануэлем Макроном, то зачем вы все еще смотрите? Шестое – это маскировка под новые монеты. Скамеры следят за перспективными монетами и создают их копии, чтобы собрать большой куш за короткое время. Новички не знают о проверке смарт-контрактов или адресов и часто попадаются на эту удочку. В данном пункте могу только сказать: не торопитесь и будьте внимательны, а также учитывайте все обретенные знания из пункта выше. Просто хочу попросить вас не быть такими доверчивыми, а перепроверять все данные, которые нам доступны благодаря всемирному и могущему интернету. Под всеми данными я имею в виду хотя бы отзывы. А если по отзывам вам все равно непонятно, надежный ли это проект или нет, то скоро мы сделаем чат в Телеграме и можете туда писать и спрашивать все ваши вопросы. На этой ноте наше видео подошло к концу, и надеюсь, что вы его не просто послушали, а действительно вникли во все эти моменты, потому что они реально могут сохранить вам очень большую сумму денег. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео. Ну и перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то настоятельно рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.